Всем доброго времени суток! Сегодня у нас с вами будет второй урок в рамках курса, посвященному весеннему букету. Ранункулюсы мы уже слепили, розовые, красивые. А в этом уроке мы будем создавать вот такую веточку ландышей. Все детали, которые вы видите сейчас в этой веточке, я покажу вам, как их создавать. Вот такая красота. Я сейчас стараюсь показывать максимально вблизи, чтобы можно было увидеть все мельчайшие детали этой веточки. Внутри тычинки, стебли, полупрозрачные чашелистики, бутоны. И все это будет собрано в красивую веточку, на которой будет несколько цветочков, несколько бутонов и несколько раскрытых цветков. Давайте приступим к созданию. Сейчас я расскажу, какие вам понадобятся инструменты, краски и другие материалы. Всем удачи, приятного просмотра. Итак, для создания вот таких веточек, чудесных ландышей, нам понадобятся следующие инструменты и материалы. Я сюда их положу. Проволока для цветочков, для самих вот таких маленьких стебельков. Я решила использовать самую тоненькую, какая у меня есть. Это проволока номер 33. Можно использовать проволоку номер 30, но, на мой взгляд, даже 30-я проволока будет достаточно толстовата. Поэтому я рекомендую использовать тоненькую проволоку. Это японская проволока. И вот как раз у проволоки этого производства японского есть вот такие настолько тонкие проволоки. Номер 33 и есть даже 35. Я покажу, какая это проволочка, насколько она тоненькая. Она очень тонкая, и у нее очень качественная бумажная обмотка. Проволока японская отличается тем, что вот эта бумажная обмотка не слазит с проволоки, даже с самой тонкой. Поэтому я очень люблю использовать ее в таких мелких различных работах. Итак, а для стебля, вот для вот этого стебля, я делаю стебель без листьев, потому что в букете у нас не планируется, чтобы в состав входили листья ландыша. Они достаточно большие, массивные, поэтому мы будем эти веточки ландыша в букете использовать в качестве декора, только где-то, чтобы было видно сами цветочки и часть стебля. Листья нам здесь не нужны. Поэтому я буду показывать только, как создать цветы и бутоны. И вот для общего стебля нам понадобится проволока номер 22. Проволока номер 22. Это тайская проволока, длина ее 30 сантиметров. Итак, из инструментов вам понадобятся острые ножницы с очень острыми концами. Они могут быть прямые концы, могут быть загнутые. В моем случае они немножко загнутые. Эти ножницы я покупала в магазине Летуаль. Мне они уже несколько лет исправно служат, поэтому рекомендую обзавестись качественными маникюрными ножницами, у которых даже самый-самый кончик будет хорошо резать. Потому что здесь нам понадобятся именно кончики этих ножниц. Также вам понадобятся кусачки для нарезки проволоки. Но такую тонкую проволоку можно нарезать даже простыми ножницами. Дальше вам понадобится латексный клей. Рекомендую использовать латексный, потому что он прозрачный после высыхания, и у вас нигде не будет видно этого клея в работе. Краски. Для тычинок мы будем использовать желтую краску. В моем случае это желтая светлая. Ну, какая-то любая желтая краска должна быть. И краска зеленая. В моем случае это Sap Green, травяная зеленая.
фирма Vinton. Далее вам понадобится основной стек, достаточно с таким тупым краем, с тупым концом. Не нужно использовать стек с очень острым концом, так как им работать будет неудобно. Поэтому должен быть стек вот с таким тупым концом. И стек с шариком. Шарик определенного диаметра. По поводу диаметра я сейчас уточню. Можно заметить, что диаметр этого шарика 6 миллиметров. Вот я замерила, и у меня вот 6 миллиметров. То есть вот такой маленький шарик. Также вам понадобится иголка, любая удобная иголка. Она может быть большая, может быть поменьше. Вот у меня такая в работе используется большая иголка. Мне с ней удобно работать, она длинная, ее удобно держать, она как стек практически. И для удобства работы, чтобы собирать уже цветочки на стебель, нужен будет такой инструмент, стек для прокола стебля. Это вот такая загнутая игла, острый инструмент загнутой такой формы. Вот, это для прокола стебля. Далее вам понадобится крахмал. Секунду. Обычный крахмал. Я использую простой картофельный крахмал. Вы можете использовать кукурузный крахмал, если у вас есть. Либо можно использовать тальк, для того, чтобы инструменты у нас не прилипали к глине, когда мы будем формировать цветок. Здесь я показываю технику, в которой мы не будем использовать катеры для ландышей, никакие вайнеры, то есть полностью цветочки и фактуру на цветочках мы тоже будем делать вручную. То есть такие ландыши при желании может создать любой человек, у которого даже нет определенных вайнеров и катеров к этим цветам. У меня, если честно, есть катеры для ландышей, но, как показала моя собственная практика, цветочки не получаются такими красивыми, потому что, мне показалось, что с катерами работать, крайне неудобно. Мне удобнее делать вручную. То же самое в моей практике также сложилось и с цветками сирени. Я тоже все цветочки сирени делаю вручную, не использую ни вайнеры, ни катеры. Так, дальше. Что еще нам понадобится? По инструментам вроде бы все. И нам понадобится глина, с которой вы чаще всего работаете. Вы можете использовать глину свою, которая вам больше нравится. Но я в работе всегда использую это Modern Clay в зеленой этикетке и Modena Soft. Здесь мы тоже эту глину смешаем в пропорции где-то 3 к 1, где будет 3 части Modern Clay, это холодный фарфор, и 1 часть будет Modena Soft, это целлюлозная белая матовая глина. Итак, для начала мы смешаем глину, и я покажу, как сделать белые бутоны и белый раскрытый цветок. Смешаем небольшой кусочек глины. Мне сильно большой не нужен, потому что много я вам показывать не буду. У меня уже все цветочки, все элементы для веточки заготовлены заранее. Поэтому моя задача показать вам процесс. Для этого мне не нужно много глины. Глину хорошо убирайте в контейнер, чтобы она не сохла у вас и хранилась долго. Целлюлозная глина из этой пачки у меня уже заканчивается. Где-то в пропорции 4 к 1 или 3 к 1 мне будет вполне достаточно. И еще такой момент. Вам понадобится небольшой кусочек глины холодного фарфора без целлюлозной глины. Это для того, чтобы делать полупрозрачные
чашелистики для ландыша. Я сейчас сразу приготовлю себе еще небольшой кусочек просто холодного фарфора. То есть без добавления целлюлозной глины. Маленький кусочек. Это глина, которая для ландышей. От нее нам нужно отщипнуть такой небольшой кусочек и окрасить его в желтый цвет. Я возьму совсем маленький кусочек. Вы ориентируйтесь на то количество, которое вообще вы хотите, какое количество ландышей вы хотите сделать. Я возьму совсем маленький кусочек. Мы окрасим его в желтый цвет для того, чтобы сделать тычинку. Желтая краска у меня уже почти совсем испортилась, засохла. Мне нужно купить себе новую желтую краску. Окрашиваем эту глину в желтый оттенок. Это у нас будет серединка цветочка. Будет у нас тычинка. Вот такой небольшой кусочек. Можно эту глину в желтый цвет окрашенную положить в шприц. Если вы будете делать тычинок много, ну для цветочка там, у меня в букете будет всего вот таких 5 веточек. На каждой веточке у меня в среднем 6, 7 или 8 цветочков. То есть они такие небольшие веточки. И если будет у меня, допустим, 5 веточек по 7 цветочков, то это, соответственно, будет 35 открытых цветков. И вам понадобится 35 тычинок. Можно положить эту глину в шприц. С ней будет удобнее работать. Она не будет засыхать во время работы у вас. Вот. Положили. И теперь я покажу, как сделать тычинку. Для этого возьмем проволоку. Я делаю стебли такие сначала длинные, просто чтобы удобнее было с ними работать. Сантиметра 3-4 достаточно. Также мы сделаем закрытый цветочек и зеленый бутончик. Вот я возьму 3 кусочка проволоки. Там, где мы будем делать бутончики, нужно на концах загнуть маленькие петельки. А где будет открытый цветок, петелька не нужна. Итак, вот где нужны петельки, мы аккуратно вот таким образом на кончике загибаем петельку и прижимаем ее, чтобы она была не сильно выдающаяся. Вот таким образом. Это мы приготовили проволоку для бутончиков. Так, она тоненькая, ее даже со стола брать неудобно. Просто можно в губку воткнуть. Проволочки тонкие и гнутся. Вот. На этой проволоке, где у нас будет открытый цветок, мы сделаем тычинку. Для этого нам нужно взять сначала белую глину, очень маленький кусочек. Я говорю маленький, имея в виду, что он очень маленький. Вот такой кусочек. Посмотрите, какой маленький шарик. Итак, этот шарик, сейчас нам понадобится клей для того, чтобы закрепить его на проволоке. Кончик проволоки промазываем клеем слегка, совсем чуть-чуть. Вот таким образом наносим на кончик проволоки глину белую и создаем
тонкую, длинную такую вот тычинку. Обратите внимание, ее длина составляет всего лишь где-то 4-5 миллиметров. Вот такая тоненькая, маленькая тычинка. 4-5 миллиметров на конце проволоки. Теперь мы берем кусочек желтой глины. Вот для чего удобно использовать шприц. Тоже взяли вот такой маленький шарик желтой глины. Снова наносим небольшое количество клея на основание вот этой белой тычинки. Чуть-чуть совсем, чтобы лишнее нигде не вылазило. И вот этот желтый шарик одеваем на проволоку. Подтягиваем его вот таким образом к тычинке. Слегка прикрутили, вот так приклеили. Подтягиваем вот. И теперь вот эту желтую тычинку нужно разделить с помощью иголочки визуально на 5 частей. Для этого мы просто концом иголки делаем вот такие насечки. И поправляем, чтобы она была кругленькая и чтобы основание вот этой желтой тычинки было более-менее плоское. Сюда мы будем крепить цветок. Общая длина тычинки вместе с желтой частью должна быть небольшая, чтобы тычинка не высовывалась из цветка, чтобы она оставалась внутри. Поэтому общая длина тычинки около 5 миллиметров должна быть. Очень маленькая. При необходимости можно еще подправить иголкой, чтобы она была все-таки более аккуратная, ровная. Мне на камеру это очень неудобно показывать, поэтому, может быть, сейчас не очень совершенно все это получится. Вот. Можно даже вот взять цветок и примерить. Да, она не будет больше цветка, поэтому такой длины около 5 миллиметров вполне достаточно для вот тычинки. Оставляем ее подсыхать. Я рекомендую сделать все тычинки, а потом все цветочки. Или можно наоборот. Сначала сделать все цветочки, а потом все тычинки. Собирать цветок лучше тогда, когда высохнут все тычинки и все цветочки, чтобы ничего не помялось и не испортилось. Теперь я покажу, как сделать раскрытый цветок. Для того, чтобы сделать раскрытый цветок ландыша, вам понадобится кусочек белой глины диаметром около 5 миллиметров, не больше, иначе получится сильно крупный цветок. Этот кусочек, шарик вот такой скатали, шарик белой глины, нужно раскатать на ровной поверхности, можно на ладони, вот в такой длинный цилиндр. Его длина будет составлять 8 или 9 миллиметров. Теперь мы берем основной стек, как я уже говорила, чтобы у него был тупой конец. Острый здесь использовать нельзя, иначе он испортит цветок. Обмакиваем стек в крахмал. Вот таким образом. Держим этот кусочек глины между пальцев, не сжимая, не портя его форму. И кончик стека вставляем в центр
вот этого цилиндра. Крахмал нужен для того, чтобы инструменты не прилипали. Так. При необходимости можно очистить стек и еще раз макнуть его в крахмал. Здесь очень такая ювелирная работа, мелкая. Если у кого-то есть проблемы со зрением, лучше использовать очки, чтобы не напрягать свои глаза. И теперь, когда мы вставили туда стек, нам нужно аккуратно, при необходимости снова макаем в крахмал, нужно аккуратно раскатать края. Смотрите, чтобы снизу у основания стек не прокалывал глину, чтобы она осталась целая. Аккуратно раскатываем края из стороны в сторону, вот так изнутри. При необходимости используем крахмал. Основание мы оставляем таким достаточно уплотненным и раскатываем края. Вот таким образом на пальце. Так, достаточно. Теперь мы сразу берем стек с шариком. Его тоже можно немножко обмакнуть в крахмал, вот таким образом. И одеваем этот колокольчик на стек с шариком. Здесь вот это основание колокольчика мы просто прижимаем к шарику, и основание становится круглым и аккуратным. При желании можно немножко подкатать, чтобы оно было еще более гладким, округлым. Сделать более округлым можно основание вот такими движениями изнутри, прокатывая, сильно не нажимая. Ваши движения здесь должны быть легкими, воздушными, без каких-либо усилий. Цветок должен получиться максимально нежным, максимально реалистичным. И вот таким образом, оставляя прямо на шарике, весь цветок у нас делается прямо на шарике. Очень удобная техника. Я показываю вам такую технику, потому что я для себя вот ее избрала как максимально удобную. То есть вот некоторые снимают с шарика там для какой-то дополнительной обработки. Я оставляю прямо на шарике, и прямо на шарике же мы будем нарезать зубчики. Зубчиков у ландыша 6 штук. Поэтому старайтесь распределить их таким образом, чтобы их получилось именно 6. И вот таким образом мы прямо на стеке с шариком начинаем осторожно зубчики нарезать. Вырезаем вот такие треугольники. Пальцем можно вот так придерживать. Итак, по возможности стараемся нарезать именно 6 штук. Вот мне вот на камеру не очень удобно, конечно, работать, но я постараюсь. Так. Так. Четыре. И еще осталось место для 2 зубчиков. Как раз у нас входит сюда 6. Это 5 и 6. Вот таким образом у вас должно получиться 6 вот таких треугольничков здесь. И здесь получается 6 зубчиков.
Вот, обратите внимание, да? И теперь нам понадобится иголочка. И каждый такой зубчик нам нужно отогнуть назад, то есть наружу, чтобы вот цветочки, вот эти, как же, зубчики, да, загибались наружу цветка. Для этого, опять же, нужно придерживать цветок. И вот таким образом мы берем каждый зубчик пальцем на иголочку, вот таким образом подкручиваем. Так, слетел цветок. Одно неловкое движение, видите, и цветок слетает, потому что работа такая ювелирная. Так, следующий зубчик. Пальчиком подцепили вот так и на иголочку вот так подкрутили. И так со всеми зубчиками. Мы не оттягиваем эти зубчики в сторону, а стараемся подкрутить и наоборот прижать к цветку. Вот таким образом. Раз, и как будто бы прижали к цветочку. Так, и шестой. Так, обратите внимание на форму цветка. При необходимости эти зубчики можно подправить руками, подкрутив их вот так еще наружу. Получается вот такая форма цветочка. И теперь нужно нарисовать прожилки. Между каждым зубчиком мы просто иголочкой прямо, опять же, все на этом шарике проводим вот такие бороздки вверх к основанию цветка. Их опять же тоже получится 6 штук между каждым лепестком, так скажем. Так у нас цветок будет смотреться более живо и более естественно, с вот такими бороздками. Это удобно делать прямо на шарике. Все, наш цветок готов. И высота этого цветка в общей сложности составляет у меня около 8, так, вместе с зубчиками, если замерять, да, около 7-8 миллиметров высота цветка. Давайте рассмотрим его чуть ближе. Фокус так у нас не поймается. Вот таким образом. Вот такой получается цветочек. И теперь вот так аккуратно его сняли и отправляем его сушиться вот таким образом. Вот таким образом на салфетку. И делаем столько цветков, сколько мы хотим. И сейчас я покажу, как сделать закрытый цветочек белого цвета. Теперь мы сделаем закрытый цветок. Мы возьмем кусочек глины еще меньше, чем мы брали для раскрытого цветка. Здесь достаточно 4 миллиметра кусочек. Вот такой маленький. Теперь здесь мы сделаем с помощью иголки. Сейчас я сделаю кусочек более ровным. Скатайте шарик, чтобы на нем не было никаких трещинок, никаких неровностей, чтобы он был гладкий. Теперь вот этот шарик сделаем прокол небольшой. И из этого прокола условно
выведем вот таких 6 лепестков с помощью иголки. 5 или 6, ну сколько получится. Лучше 6, потому что у ландыша их 6. Теперь с помощью этой же иголки, вот так у нас пока что получилось, между этими лепестками снова мы сделаем вот такие прожилки. И мы как бы вот их, эти лепестки, закрываем обратно в центр. Вот так. Так. Теперь оденем на проволоку. И это еще не все. Вот эту маленькую петельку нужно смазать клеем совсем немного. И вот таким образом вдеваем проволоку, одеваем цветок и формируем его округлую форму. Основание можно немножко подтянуть вот так, чтобы цветок был более округлый. Подправим снова прожилки, закрывая вот лепестки как будто бы вовнутрь. Так. Можно с помощью пинцета вот эти лепесточки совсем немножко прищипнуть и отогнуть их назад. Для этого можно использовать пинцет со скошенным краем. Для этого каждый лепесточек мы аккуратно прищипываем и как бы вот отгибаем. Оттягиваем как бы вот так назад. Все, этого вполне достаточно. У нас получается вот такой бутон. Вот такая форма бутончика. Это закрытый цветок ландыша. Теперь я покажу, как сделать совсем маленький зеленый бутончик. Совсем-совсем не распустившийся цветок. Для этого вам понадобится глина зеленого цвета. То есть тот же самый состав глины, как мы замешивали для цветов. Нужно немного окрасить зеленой травяной краской до получения желаемого оттенка. У меня это не очень насыщенный такой оттенок. Зеленый вот такой оттенок. Я его заранее уже заготавливала. У меня тут немного к глине, к пленке прилип. Так. Вот таким образом пленку можно почистить. Итак. Вот от этой зеленой глины. Она окрашенная у меня просто травяной зеленой краской. Небольшое количество до получения светло-зеленого оттенка. То есть тут небольшая капля краски в глину. И здесь нам нужно тоже отщипнуть очень маленький кусочек. Буквально миллиметра 3 шарик сделать. Совсем маленький. Ну, чуть-чуть можно побольше, совсем немножко. Вот такой шарик. Буквально 3 миллиметра диаметр. Вот такой шарик. Его мы сейчас тоже оденем на проволочку. Тоже проволоку смазываем клеем, кончик проволоки. Одеваем на проволоку, формируем шарик, чтобы он не потерял свою форму. Так, вот такой шарик. И теперь тоже мы сделаем
несколько неглубоких прожилок. Желательно сделать 6 штук. Ну, тут сколько получится. Шарик очень маленький. Вот таким образом. И в центре просто проковыряем маленькую дырочку, как бы вот слегка расковыривая глину. Совсем немножко. Вот такой получается маленький зеленый бутончик. Так, теперь я покажу, как вдеть тычинку в цветок и сделать стебли. Чтобы вставить тычинку в цветок, нам нужно цветок проколоть предварительно. Я еще раз повторяю, чтобы собирать цветочки, они должны быть высохшие. Итак, прокалываем иголочкой основание цветка. На основание тычинки наносим небольшое количество клея. Вот здесь, на самое основание. Много клея не нужно, но достаточно хорошо приклеивается все. Латексный клей, он хорошей фиксации. И вставляем цветок. Вот таким образом тычинку вставляем в цветок. И внутри она приклеивается. Итак, подправили, чтобы была ровная форма. Вот так. И оставляем высыхать. В общем-то, это все, что требуется для сборки цветка. И сейчас можно будет сделать стебли для всех бутонов, для цветочков. И я покажу еще, как сделать маленький чашелистик. Для того, чтобы сделать стебли бутоном, цветочком, для этого понадобится та же самая зеленая глина, из которой мы делали бутон. И из нее же мы потом будем делать общий стебель. Можно также глину положить в шприц, так удобнее брать совсем маленькие кусочки глины. Если ваша глина немного заветренная и уже потеряла эластичность, можно размять небольшой кусочек глины мокрыми руками, то есть вода, чтобы попала в глину и стала более мягкая. Либо можно использовать какой-то жирный крем для рук. У меня глина достаточно свежая, поэтому мне ничего особо не нужно. Теперь нужно стебель немножко смазать клеем. Я всегда так делаю, это для надежности, но клея здесь нужно совсем немного, чтобы глина не размягчалась слишком сильно. Вот вам нужен вот такой маленький совсем кусочек глины. Вот так на палец его прилипает вот у меня. Вот так на палец. И подтягиваем глину под основание бутона или цветка. И распределяем ее по стеблю. Хорошо прикатываем ее. И распределяем, чтобы получился тоненький-тоненький стебель. Излишки мы просто снимаем. Общая длина стебля вот такого я сейчас замерю, вам скажу, сколько это в миллиметрах у нас получается. Около 1 сантиметра. То есть длина стебля 1 сантиметр, 10 миллиметров. То есть вот. Покажу еще раз. Немного смазали клеем. Взяли небольшой кусочек глины. И распределили по проволоке. Под цветочек подтягивая аккуратно эту глину. И распределяя по проволоке.
Вот таким образом у нас получаются стебельки. Вот так. Теперь покажу, как сделать чашелистик. Для того, чтобы сделать чашелистики, вам понадобится только холодный фарфор, без добавления в него целлюлозной матовой глины. Чтобы чашелистики были полупрозрачные. Холодный фарфор после высыхания становится полупрозрачным. И сюда нам нужно добавить очень маленькую каплю зеленой глины, чтобы они были очень светло-зеленые. Нам нужно только слегка прикоснуться краской к глине и перемешать. Да, вот такого цвета вполне достаточно, очень светло-зеленый оттенок. И когда чашелистики высохнут, они будут полупрозрачные, но их же нужно еще сделать очень тонкими, чтобы они были практически шифоновые. Сейчас я покажу, как это можно легко и быстро сделать. Тут справится практически любой с такой техникой. Чтобы сделать прилистник, нам нужно очень маленький кусочек такой глины взять. Вот прям маленький. И смотрите, что мы с ним делаем. На ладони нам нужно раскатать колбаску, тонкую с одного края и такую же тоненькую с другого края. И теперь вот эти кончики, то есть мы сейчас просто придавим к ладошке и с помощью вот этого шарика, которым мы делали цветок, вытягиваем вверх вот так. Получается такой тонкий чашелистик. И снизу тоже вот так вытягиваем. Так мы сделали одновременно 2. И теперь мы просто ножницами вот так отрезали один и отрезали второй. Излишки удалили. Получается 2 таких. Если какой-то край не острый, тоже аккуратненько ножницами подрезать. Вот у вас получается 2 вот таких малюсеньких прилистника. Или чашелистики они правильно называются. Вот. И теперь взяли небольшое количество клея, совсем маленькое количество. Нанесли на основание стебля маленькую капельку клея. Берем один из чашелистиков. Отклеиваем туда, где у нас клей. Прижали. Если здесь широкие края, вот так, можно их аккуратно по бокам срезать. Таким образом. И сформировать, прикатать. Вот так между пальцев просто прикатали. И вот у нас получается вот такой чашелистик. Полупрозрачный, светлый, красивый чашелистик. И у бутона также. Тоже нанесли маленькую каплю клея. Берем еще чашелистик. Если он сильно крупный, просто можно его аккуратно подрезать ножницами. Так. И также прикатали. И слегка можно отогнуть. У меня здесь не очень ровный кончик, поэтому я его просто аккуратно подрежу. Все.
Так мы делаем чашелистики. Вот таким образом. Теперь я покажу, как собрать цветок. Подготовим цветы для сборки веточки. Первые 2 зеленых бутона, или сколько вы хотите. Ну вот у меня 2 будет. Можно 1, можно 2 использовать, можно 3. Мы не обрезаем проволоки. Они нам понадобятся. Мы начало веточки соберем на тейп-ленту. Вам понадобится кусочек тоненький такой вот тейп-ленты, разрезанная на несколько частей. Если у вас широкая тейп-лента, разрежьте на 3 части. Если узкая, то на 2, повдоль, чтобы тейп-лента была узкая. Так, а вот эти все остальные цветочки, нам нужно бутончики вот и цветочки, нужно стебли укоротить, оставив буквально 2-3 миллиметра хвостики под стеблями. Вот таким образом отрезаем. И цветочки также отрезаем стебли, оставляем маленький хвостик. Так со всеми цветочками. Теперь нам нужно первые бутоны соединить друг с другом с помощью тейп-ленты. Растянули тейп-ленту, чтобы она стала клейкая. Берем первый бутон и под стеблем закрепляем тейп-ленту на пару оборотов. И присоединяем другой бутон. Они потом у нас будут изгибаться вот так. Тоже на пару оборотов закрепили. Немножко проматываем тейп-ленту вниз. И теперь нам нужно присоединить проволоку. Номер 20. Мне вся длина здесь, наверное, не понадобится, конечно, поэтому я отрежу часть. И аккуратно между вот этими двумя проволочками присоединяем основную проволоку, толстый стебель, и с помощью тейп-ленты скрепляем. Так вот, не присоединяется. Вот таким образом приматываем проволоку. Здесь можно излишки, вот эти проволока от тонких бутонов, можно ее срезать. Вот таким образом присоединили на тейп-ленту. И сейчас мы обкатаем глиной стебель. Так, вот у нас первые 2 бутона.
Сейчас мы обкатаем глиной стебель и продолжим сборку. Сейчас я вам покажу, как обкатать стебель. Сейчас нам нужно стебель обкатать проволокой. Для этого мы берем ту же зеленую глину, из которой мы делали бутоны. Вот так. Небольшой кусочек возьмем. Стебель нужно промазать клеем. И сейчас я покажу, как сделать тонкий аккуратный стебель, с которым мы в дальнейшем будем работать. Распределяем клей. Вот от самого начала, где заканчиваются стебли, и где-то до середины длины, потом клей мы будем добавлять. Итак, вот так расплющили глину, наносим под стебли, прижимаем, обнимаем. Здесь формируем аккуратный переход от стеблей, вот от этих бутончиков к общему стеблю, и спускаемся, прикручивая глину вот так, нанося ее на проволоку. Здесь у нас, помним, да, что был переход по толщине от бутонов к толстой проволоке. Мы аккуратно моделируем так, чтобы замаскировать этот переход. Так, клеем, промазываем также проволоку и смотрим, чтобы примерно одной толщины у нас моделировался стебель. Мы его сейчас еще сделаем дополнительно более ровным. Сейчас покажу, как это сделать. Так. Толщину стебля я тоже вам скажу, когда мы его закончим. Поэтому смотрите. Главное, чтобы глина у вас была достаточно свежая, чтобы она не трескалась и не образовались никакие трещины, заломы. Так. Распределили до той длины, которую мы хотим. Более-менее, чтобы была равномерная толщина. Чтобы переходов явных не было по толщине. Вот такой длины мне достаточно. Так, сформировали. Главное, чтобы ровный был, ровная проволока, не гнутая. Теперь нужно на ровной поверхности, если у вас ровный гладкий стол, то он прямо на столе. Я использую такую доску для лепки. Бутончики у нас так, с краю. И вот этой частью ладони, самой ровной, мы прокатываем стебель, выравниваем его. Об ровную поверхность.
И так получается стебель. Если где-то есть вот такие неровности, можно замыть с помощью воды. Я попробую еще загладить. Все равно придется водой немножко замыть. Вот, по поводу толщины. Сейчас бутончики я сразу так вот здесь подправлю. Так. Вот так. По поводу толщины. Стебли у меня получаются 2 миллиметра толщиной. Пара миллиметров здесь вполне достаточно. Какие-то даже у меня получились еще более тонкими. Но это не принципиально. 2 миллиметра. Можно 1,5 миллиметра, но тогда неудобно будет в дальнейшем работать. Поэтому сейчас я немножко вот так заглажу водой, чтобы убрать все несовершенства. И нужно минут 10 этот стебель подсушить. Ну, 10 минут вполне будет достаточно, чтобы дальше потом уже с ним работать. Итак, теперь вот эти заготовки для веточки ландышей. Все цветочки и все бутончики нужно загнуть, нужно придать характерный изгиб. Для этого можно использовать, вот, например, стек. Смотрим, где у нас чашелистик, он должен быть сзади цветочка, поэтому мы отклоняем цветочек, вот таким образом загибаем на стек, наклоняем его, вот такой изгиб ему придаем. И вот здесь, где хвостик проволочки, тоже чуть-чуть загибаем. Незначительно, слегка. Раз. Вот такая форма должна получиться. Вот. И с цветочками точно так же. Почему я не гну руками? Потому что тогда получается не очень красивый ровный загиб. Поэтому лучше здесь использовать, конечно, какой-то инструмент. Вот, для того, чтобы придавать вот эти красивые изгибы. Вот так. И так все цветочки загибаем. Дальше покажу, как их собрать. Стебель у меня частично подсох. Я говорила, минут 10 нужно дождаться, чтобы глина сверху схватилась такой корочкой, да, а внутри, чтобы осталась мягкая. Для того, чтобы удобно было с ней работать и чтобы была надежная скрепка цветочков. Мы их будем вставлять в проколы. Для этого нам понадобится вот такой инструмент. Вот такое загнутое шило, иголка загнутая. Мы определяем, где мы хотим видеть бутоны. У нас здесь будет 3 бутончика вот таких маленьких. И нам нужно определить. Осторожно прокалываем глину. Сильно стебель сжимать не нужно. Делаем такие проколы. Вот там, где у нас была тейп-лента, проколы делать не очень удобно. Но дальше пойдет гораздо легче. Вот сделали прокол. И сразу еще в каком-то месте, вот, например, вот здесь я сделаю прокол. Вот так. Теперь в эти проколы, благодаря тому, что проволока у нас была номер 33, она тоненькая, они хорошо туда будут вставляться. Итак, небольшое количество клея мы наносим на проволочку, хвостик, который у нас остался. И теперь этот хвостик мы осторожно вставляем туда, где прокол.
Вот таким образом вставили и пальцем прижимаем, чтобы там все надежно приклеилось. Внутри глина свежая. Вот у нас получается таким образом. Еще бутон. Снова намазали клеем хвостик. И также вставляем в прокол. Так. И пальцем прижимаем. Сейчас продолжаем дальше делать проколы. Видите, они располагаются не на одной прямой, а немножко вот в стороны, вот так друг от друга. Следующий прокол. И потом у нас уже пойдут цветочки. Можно сделать сразу несколько проколов. Проколы мы делаем на ту длину, какой длины у нас хвостики, свободные проволочки. И можно, например, клей нанести на руку себе. Вот так. И смотрите. Вот так обмакнули в клей. И вставляем. Так, прижали, чтобы хорошо все надежно приклеилось. Так, теперь открытые цветочки. Вот таким образом прижали. Так, если где-то вылез клей, просто его излишки убрать аккуратно. Я покажу еще один цветочек и потом уже покажу, что у нас получится в общей сложности, какая будет веточка. Так. Слишком много клея наносить не нужно, чтобы излишки не вылазили на поверхность стебля. И следите за расположением цветков, чтобы это было гармонично. Можете сравнивать с живой веточкой ландышей. Под рукой, конечно, вряд ли у кого-то есть. Можно в интернете фотографии просматривать. Ландыши, фото вблизи можно так набрать. Вот, то есть на данном этапе у нас получается вот так. Посмотрите, как аккуратно смотрится место соединения стебля и цветков. В природе оно практически так же и выглядит. То есть здесь у нас ботаническая точность, практически ботаническая точность. У меня осталось 4 цветка, я их распределю и покажу в общей сложности, какая получится ветка. Вот такая ветка ландышей у нас получается. Очень красиво, мне нравится. Я очень люблю ландыши. Я, если честно, не очень люблю их лепить, потому что очень много долгой такой мелкой, кропотливой работы. Конечно, она отнимает много времени. Вот такие 5 веточек, ну, за несколько дней я сделала, потому что я по большей части ленилась. Допустим, несколько цветочков слеплю, глаза устанут, пойду отдыхать. Ну, иногда бывает, я ленюсь. Иногда я по много часов в день работаю, доходит и до 15, и до 16 часов в сутки, когда мне что-то вот сильно захватывает, какие-то букеты я делаю.
Я по 12, по 14 там, часов работаю. А иногда бывает, что 2-3 часа в день и утомляюсь, и начинаю лениться. Ну, и всяко бывает. Вот. А в основном я по многу работаю. Вот такие у нас получаются красивые ландыши. Это то, что мы сделали сейчас. Очень красиво. Я довольна этим результатом. Нежные красивые веточки для весеннего букета, для курса, для нашего. И я сейчас покажу, как они смотрятся великолепно с ранункулюсом, который мы лепили вот в предыдущем видео. Посмотрите, как это выглядит нежно, красиво. Видите, да? Здорово смотрится. Вот еще ранункулюсы у нас. Вот. Вот такая красота с ландышами. Как это будет здорово все вместе смотреться. Вот. А в следующем видео мы с вами будем создавать ветку гиацинтов. Я сейчас ее как раз делаю, она в процессе. И вторую веточку я буду делать уже с вами гиацинтов. Дальше у нас еще будут по плану нарциссы, еще будет гортензия и веточки зелени разнообразные. А сейчас я хочу вам показать кружку, которую я приобрела для этого весеннего букета. Я решила купить кружку вот такого светлого бирюзового оттенка. Она практически мятная, но сейчас вот у меня оттенок искажается, и кажется, что она скорее бирюзовая или голубая. Но на самом деле она мятного именно оттенка. Как бы ее так показать бы на свет. Все равно оттенок искажается. В общем, этот весенний букет я хочу сделать в кружке. Наподобие того, который я уже вот однажды лепила. Букет. Я сейчас вот покажу как раз. Вот у меня собрался один весенний букет. То есть вот для этого курса мы будем именно в кружке делать букет. Она объемная такая, очень объемная. Вот, поэтому цветов здесь будет много. Ранункулюсов, наверное, нужно будет сделать около 7 штук. И еще будут всякие разнообразные. Ландыши у меня получается всего 5. 5 ландышей. Ну, в качестве декора будем их там распределять потом, когда будет сборка букета. Кружка у меня уже пеной наполнена. И как наполнить кружку пеной, у меня есть видео, можете посмотреть. Вот, а такой букет я собрала совсем недавно. Это весенний букет, тоже ранункулюсы. Но, как видите, ранункулюсы здесь принципиально другие. То есть здесь они без таких вот серединок, да. А для нашего курса я выбрала сложнее сорт. Вот такие открытые, красивые ранункулюсы. И тоже будут вот такие нарциссы в курсе. Тоже покажу, как сделать вот такую гортензию. Она тоже будет мятного цвета. Веточки молодой зелени. Листья красивые, разнообразные. И все вместе это смотрится вот так чудесно. Такие весенние букеты в мятной кружечке. Тоже вот мятное блюдечко. Вот. Все вместе это так великолепно выглядит. И вот что-то подобное мы с вами сейчас создаем, только это будет еще красивее, потому что у нас другие ранункулюсы, у нас будет больше гортензии, у нас будет больше нарциссов, и у нас еще ландыши будут. То есть вот если бы вот к этому букету я добавила ландыши, он был бы еще более великолепный. Вот, то есть вот такая весенняя красота прекрасно бы дополнила интерьер. Этот букет тоже у меня сейчас в продаже, поэтому если кого-то интересует, пожалуйста, можете написать мне личное сообщение, и я расскажу, как это все происходит. Отправка, упаковка, оплата и так далее. Вот. Сейчас я благодарю всех за внимание, за присутствие на моем творческом канале. Спасибо за оценки, за комментарии. Если возникают какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментарии, не стесняйтесь. Я отвечаю по возможности на все комментарии. Вот. Так что всем удачного, успешного творчества, больших успехов. Желаю
вдохновения, весеннего настроения. Я думаю, что такие ландыши обязательно поднимут настроение любой девушки, любой мастерицы. Поэтому еще раз всем спасибо. Всем весны в душе, любви, мира в доме. Всех люблю. Пока-пока.